Многие уверены, что защита не нужна. Купил квадроцикл, и этого достаточно. И в понимании таких людей защита высшего уровня выглядит вот так. Футболка, шорты, тактические тапочки и иногда строительные перчатки. Ну так, чтобы пальчики не натирали. Но есть и те, кто хотя бы один раз в детстве падал с велосипеда. Такие люди покупают себе еще и шлема. Шлем и перчатки – это база. Но какой нужно взять шлем для квадрика? Идеального ответа нет. У меня здесь 3 типа шлемов. Кроссовый шлем. Самый легкий в своем классе. Его вес составляет 1300 граммов. А если будет карбоновая версия, там вообще вес близок к килограмму. Поверьте, на длинных дистанциях это имеет значение. Вытянутая вперед нижняя челюсть и отсутствие переднего визарда дает вам максимальную вентиляцию, которая это возможно. Помимо этого, это своего рода максимальный контакт с природой, в то же время безопасный. Козырек сверху защищает вас как от веток, так и от встречного солнца. Из минусов стоит отметить, что если вы этот шлем будете использовать на трассе, он очень шумный, разболится реально голова. Ну и помимо этого к шлему нужно, конечно же, покупать очки. Желательно 2 пары. Если едете летом, солнце, темные очки, и в вечернее время светлые. Интеграл. Монолитная защита. Самый прочный и безопасный тип шлемов на рынке. Ну, так, по крайней мере, считают. Визор закрывает ваше лицо полностью от грязи, песка и так далее. На некоторых моделях есть еще и встроенные темные очки. То есть вы можете отдельные очки еще темные надеть. Данный шлем весит уже немного более, чем кроссовый, и вес данного шлема составляет 1650 граммов, что на самом деле в его классе считается немного. Также имеется у него и козырек, но не такой длинный, как у кроссового. В то же время какую-то защиту и дает. Предназначение его – это грунтовые дороги, легкое бездорожье, дальние дороги на мотоцикле. В плане именно квадроциклов, если вы часто заезжаете в грязь, буксуете, вам приходится толкать свою технику, я бы не рекомендовал этот шлем, потому что в нем очень быстро начинаешь задыхаться. Тут вынос челюсти не такой длинный, как у кроссового, и дышать, грубо говоря, тяжелее. Модуляр. Своего рода компромисс между эндуро и между интегралом. На скорости в закрытом положении дает вам полноценную защиту, такую же, как и дает интегральный шлем. На остановках, привалах попить водички дает такую возможность путем откидывания челюсти вверх. Также в моделях присутствуют и темные очки, и такая же защита, как и в других шлемах. Но какой бы тип шлема вы бы не выбрали, заклинаю, забудьте про дешевый Китай за $30. При ударе о руль он лопнет, как ореховая скорлупа. Ищите на затылке буквы ЕССЕ. LS2 ЕССЕ. Это строгий европейский стандарт. Эти шлемы реально бьют в лабораториях, на испытаниях. Есть сертификат ЕССЕ 2205. Этот шлем был куплен немногим раньше. У него ЕССЕ 2205, а здесь 2206. Казалось бы, голова и руки защищены, можно ехать кататься. Да, если вы едете на знакомую полянку за грибами. А если вы куда-то сворачиваете в другое место, квадроцикл – это коварная штука. И сейчас самое время поговорить о другом типе защиты. Это ваш экзоскелет на случай, если ангел-хранитель отвлекся. Черепахи, как и шлема, бывают разные, и задачи у них тоже разные. Все, что нужно знать, чем они отличаются, так это уровень защиты. Бывают первый и второй уровни защиты. Первый уровень – это как поролоновая подушка. Она легкая, смягчает несильный удар и защищает от царапин. Второй уровень – это уже толстый плотный матрас, который стоит между вами и препятствием, внезапно вставшим о пути. Speedy Warrior Chest – это премиальный итальянский бренд. Пример
гибридной защиты, где есть и уровень 1, и уровень 2. Конкретно здесь грудь у вас уровень 1, локти и плечи уровень 1, а спина жесткая уровень 2 защита. Далее есть все регулировки. Сетка по описанию не пропускает пыль. Я не тестировал. Одевание и съем. Зачем я вам это показываю, вы поймете, когда я перейду к следующему типу. Ну, так сказать, в течение 2 минут можно одеть и снять. Быстро или медленно, вы пишите в комментариях. Alpinestars Bionic Action Version 2. Здесь везде уровень защиты 1. Зато это лучшая цена в своем классе. Фирменные ячейки работают как кондиционер. Один парень писал, что он проехал на ней через всю Мохаве. А надевается она легко, как обычная рубашка. Для этого я вам снимал прошлый ролик, чтобы вы видели разницу. Но учтите, сетка тут довольно нежная, так что эту черепашку лучше всего прятать под джерси. Это настоящая танковая броня. Защита 2-го уровня у вас по кругу на всех элементов. Грудь, подлокотники, плечи и, конечно же, спина. Даже присутствует защита ребер. Конструкция у нее жесткий центр, мягкие края. Комфортно ложится, хорошо обдувается. В жаркую погоду вы можете снять накладки. Но за безопасность приходится платить весом. Самая тяжелая броня у нас в обзоре. Торс упаковали. Отлично. Но спускаемся ниже. Колени. Это суставы, которые на квадроцикле работают постоянно. Даже если вы не падаете. Если вы думаете, что пластиковая защита кузова квадроцикла вас защитит, вы сильно ошибаетесь. При ударе или жестком падении ваше колено может не просто ушибиться, его может вывернуть в другую сторону. И сегодня на этот вопрос у меня целых 2 решения. Простая, но толковая защита или настоящий экзоскелет, который также защитит ваши суставы. Начнем с классики. LS2 Fortress. Это качественные шарнирные наколенники. Их главная задача – принять на себя прямой, жесткий удар. От чего они вас спасут? Ну, во-первых, от разбитой чашечки. Если при резком торможении или прыжке вы со всей дури прилетите коленом в жесткий пластик кузова или руль, а во-вторых, длинный щиток полностью закрывает голень, а это защита от бревен и острых веток, которые на скорости пытаются прошить вам ногу. Шарнир здесь 3-осевой, он точно повторяет движение ноги, так что ходить и управлять квадриком они вообще не мешают. Это отличная, надежная подушка за вменяемые деньги. Но помните, это защита от удара. От скручивания сустава в бок, если ногу вдруг зажмет под квадрик, они не спасут. Но на квадроцикле есть враг пострашнее летящих веток. И это вес самого квадрика. Если в глубокой колее или при перевороте вашу ногу зажмет под кузов, сустав начнет ломать и выкручивать в бок. Обычный пластиковый щиток в этот момент просто провернется вокруг ноги. И вот тут на сцену выходит совершенно другая лига безопасности. Знакомьтесь, это под K8 версия 3.0. Это не просто наколенник, это брейс, жесткий артез из кованого карбона. Цена здесь космическая, но они защищают не только от синяков. Главная фишка под K8 – они крепятся к бедру и голени намертво, создавая искусственный сустав. Если ваш квадрик перевернется и ногу начнет ломать или выкручивать в бок,
Этот карбоновый каркас просто не даст колену согнуться в неестественную сторону. Это прямая защита ваших связок от дорогущей операции. Они легкие как перышко, но прочные как рама квадроцикла. Это ультимативный выбор, если вы катаете жестко. Ну и финальный штрих нашей брони — это стопы и голеностоп. Если вы до сих пор думаете, что для покатушек достаточно обычных резиновых сапог, у меня для вас плохие новости. В обычных сапогах голеностоп болтается как угодно, а подошва мягкая. Настоящая же обувь для квадроцикла должна держать ногу жестко, как гипсовая повязка, и не бояться встреч с пнями. И вот что у меня сегодня на обзоре. CD Adventurer 2 гратексовые. Во-первых, здесь стоит шарнирная система защиты голеностопа. По нашей классификации это жесткий каркас. Он держит ногу и не дает суставу вывернуться, если вы неудачно соскочите с квадрика на кочку. Во-вторых, подошва здесь жесткая. Зубастые металлические подножки квадроцикла не будут впиваться вам в стопу. И самое главное, волшебное слово. Гратекс – это топовая мембрана. Вы можете по колено стоять в жидкой грязи, вытаскивая лебедку или штурмовать брод, ноги останутся абсолютно сухими. При этом ботинок дышит, и летом вы не сваритесь. Но эти боты крутые не только из-за мембраны. Их безопасность проверена по жесткому европейскому стандарту IN 136-34. Level 2 по всем фронтам. Смотрите, что это значит. Из стирания. Диск трет ботинок 2,5 секунды. Порез ножом на глубину 15 мм. Тиски сжимают подошву сбоку. Лазерная линейка меряет высоту голеностопища. Везде загорается зеленый маркер Level 2. Ну что, помнишь того парня из начала ролика, который в шортах садился на квадроцикл? Таким был я до того, как познакомился с экипировкой. Таким было большинство из вас до того, как вы посмотрели этот ролик. Я очень надеюсь, что данная информация была для вас полезна. Если да, пожалуйста, поставьте лайк. Для меня это много значит. Подписывайтесь на канал, ну а я буду стараться делать такого рода обзоры все чаще. Спасибо за просмотр и хорошего всем дня. Пока.